Всем привет! В этом видео я расскажу про некоторые возможности использования зоны, про которые, возможно, вы не знали. Поэтому смотрите видео до конца, и вы точно узнаете для себя что-то новое. Начну с первой. После того, как строите зону, используя вот этот вот инструмент, он так и называется, зона. После того, как вы построите ее в своем проекте, не все знают, что можно достать паспорт зоны. Если у вас он не отображается, вам достаточно перейти в параметры модельного вида, нажать вот эту кнопку и поставить здесь у параметров конструктивных элементов у зон галочка «Показ паспортов зон». Нажимаем ОК, и у наших зон появляются паспорта. Паспорт зоны содержит в себе некоторую информацию о помещении, в котором находится эта зона. В данном случае это имя зоны, номер зоны, отделка пола и вычисленная площадь. Кроме того, паспорта зависят от масштаба. То есть сейчас, по умолчанию, после того, как я создал зоны в абсолютно новом чистом проекте, они уже автоматически выводят какие-то значения для масштаба 1 к 50. Если я перейду на масштаб 1 к 100, вот здесь вот он изменяется, то, видите, значения изменяются. Уже не показывается отделка для пола. Мы можем это настраивать отдельно вручную, как для всех зон, так и для каждой по отдельности. Сейчас я покажу, как это сделать. Давайте вернемся на 1 к 50 и выберу все зоны. Перехожу в настройки. Здесь в настройках зоны выбирайте вкладку «Параметры». Вот здесь она находится. И здесь можем выбрать настройки, которые хотим настраивать. Здесь удобно выведено нам сразу все, чтобы мы могли из этого окна перейти в нужный нам масштаб. Также можно поставить галочку, что единое отображение. Тогда при изменении масштабов у вас будет отображаться все одинаково. Но я сейчас буду показывать, как это работает, если будет разный масштаб на чертежах. Выбираю 1 к 50, перехожу в данные, так удобнее, и здесь стрелочками листаю вправо. Отключу ненужные мне галочки. Название зоны я оставлю, номер зоны тоже оставлю. Отделка пола не нужна, а площадь изменю вычисленную, поставлю чистую площадь. Здесь можем поставить заголовок, например, английскую букву S равно. И вот так будет выглядеть этот паспорт. Я сейчас верну назад и верну вперед, чтобы зоны выделились очень быстро. И перехожу в их настройки. Теперь давайте настроим для 1 к 100. Перехожу сюда и хочу настроить, что у меня не будет названия зоны, будет показываться только номер и не будет показываться ничего больше. Я убираю отсюда галочку с площади и отображение поставлю рамку. Нажимаю ОК, и когда теперь я перейду на масштаб 1 к 100, у меня больше не будет никаких других ненужных данных, только номер зоны. А на масштабе 1 к 50 будут те, которые я выбрал. Также в тех настройках вы можете менять варианты отображения паспорта, цвета и выводить сюда другие дополнительные параметры. Вы видели, как их там много. Также у зон есть другие возможности отображения паспорта, потому что в дизайне интерьера не всегда нужно столько информации. Для того, чтобы их изменить, нужно перейти в дополнительное табло, но перед этим узнать, к какой категории относятся наши зоны. Я выбираю наши зоны и перехожу в их настройки. Смотрим здесь категория жилье и отдых. Здесь есть различные, но по умолчанию стояла вот эта, я ее оставил. Нажимаю ОК, теперь параметры, реквизиты элементов и категории зон. Здесь как раз находятся эти категории. Вот, жилье и отдых. Щелкайте сюда и выбирайте маркировка помещения и вот такой вот минималистичный кружок. Также вы можете выбрать цвет этой категории. То есть, если я сейчас сделаю немножко серым, то у меня вот здесь поменяется сейчас цвет моей зоны. Но это дополнительно можно настраивать и по-другому, я это покажу чуть попозже. Нажимаю ОК, и вот моя зона изменилась. Давайте я все-таки верну обычный белый цвет и нажимаю ОК. Вот так теперь отображается паспорт зоны. Теперь давайте перейдем в настройки, и у этого паспорта уже совершенно другие настройки. То есть у каждого паспорта здесь есть свои настройки. Можете настроить перо, и в специальных параметрах паспорта
можете выбрать как номер в круге, номер и площадь или только площадь. Выбрав номер и площадь, это будет выглядеть вот так. Но номер в круге меня более чем устраивает. Также это относится к масштабу 1 к 100. Только здесь будет меняться размер круга относительно того, какой вы задали в настройках. Потому что при разном масштабе размер на бумаге будет соответственно разный. Давайте вернемся на масштаб 1 к 50 и продолжим. Следующая фишка — это как раз подсчет площадей зоны. Чтобы их было наглядно видно, я все-таки поставлю номер и площадь. Вот у меня подписывается здесь площадь. Теперь вы можете создать каталог для подсчета этой площади. Причем не просто подсчета площади на одном этаже. Если у вас несколько этажей, вы можете создать каталог, который будет подсчитывать площади зоны как и на первом этаже, и ее сумму на втором этаже, и общую площадь всего здания. Здесь все показано грубо, на примере, чтобы можно было это показать как можно быстрее и понятнее. У меня также подготовлен второй этаж, вот такой без входа, но пусть будет так. И я сейчас создам каталог для этого этажа. Здесь, кстати, тоже у меня зоны. Давайте я поправлю им отображение, чтобы была видна площадь, номер и площадь. И теперь давайте создадим каталог. Переходим сюда, карту проекта, новый каталог. Экспликация помещений. Все, обязательно выбираем новая схема по элементам. Нажимаем ОК. Сюда вы добавляете зона. Где она? Вот. И можете для дополнительной точности добавить слой. Ну, в принципе, если у вас зоны все располагаются только на одном слое, то можно и оставить и так. Дальше добавляем сюда поля, которые будут выводиться. Здесь нас интересует номер зоны, ее имя, название зоны, площадь, измеренная чистая площадь. И также можете добавить сюда этаж. Обязательно собственный этаж. Отлично. Этаж переносим на самый верх. Нажимаем ОК и переходим в этот каталог. Экспликация помещений. Здесь нужно его немножко настроить. Этаж мы вот так удаляем и оставляем здесь этаж. Номер зоны, название зоны, измеренная чистая площадь. Площадь оставим вот так и поставим квадратные метры. Вот так это выглядит. Теперь выравниваем все по центру. Номер можно написать просто вот так. И как нам это разделить по этажам? Нам нужно поставить подзаголовок. Ставьте вот здесь галочку подзаголовок. Если у вас что-то получилось не так, обязательно выберите здесь первое поле. Поэтому мы переносили этаж наверх. И еще нам нужно добавить сумму площадей. Переходим в параметры схемы. Вот имя собственного этажа обязательно должно быть наверху. Если будет другой какой-то критерий наверху, он выведется в заголовок и каталог сломается. Давайте поставим сумму площади. И видим, у меня показывается сумма первого и второго этажа, а по отдельности не показывается. Для этого нужно сделать еще одну настройку. Я у этажа поставлю флажок. Нажимаю ОК. И теперь видим, что у нас подсчитывается площадь на первом этаже. Можем выделить ее другим цветом. И она на втором выделится точно таким же. И общая площадь, тоже можем выделить ее другим цветом. Вот так это будет выглядеть. Также, если вам не нравится, что здесь этаж, можете настроить и текст заголовков поставить вот здесь. Первый этаж. Ну, как бы. Хотите вообще удалите, чтобы там ничего не было. Делаем так. Удаляем. И все. Отлично. Это можно максимально вот сюда сжать. Вот так будет выглядеть каталог с площадью зон. Если вы не знали, пользуйтесь, делайте это в своих проектах. Ну и, конечно же, не забывайте сохранить каталог вид. Создать новый вид, экспликация помещений. И все, теперь у вас этот каталог никуда не потеряется, вы можете размещать его на своих листах. Как размещать виды на листах, я уже делал видео. Оно будет доступно по ссылке в описании и здесь наверху в подсказках. Посмотрите, если вы еще не знаете, как размещать виды на листах и как правильно использовать книгу макетов в Archicad. Давайте пойдем дальше к следующей фишке. Перейду обратно на первый этаж.
И зоны нам дают возможность в каталогах настраивать дополнительные поля для объектов, для светильников. Что это значит? Например, я перехожу сейчас на спецификацию плинтусов. Вот я создал, и у нас показывает, что в проекте есть гипсовый карниз одного типа по такой-то длине. А я хочу, чтобы мне еще Archicad вывел, сколько карниза для каждой зоны. Ну, такие данные могут быть очень полезны при закупках. Для этого я выбираю параметры схемы и добавляю сюда еще поля. Имя связанной зоны. И переношу это на самый верх, потому что я буду делать это как подзаголовок. Нажимаю ОК. Здесь у нас появилось, что в гостиной столько-то, в санузле и в спальне столько-то карниза. Ставлю это как подзаголовок. И теперь видно очень аккуратный каталог, что в гостиной у нас столько, в санузле столько, в спальне столько-то карниза. И итоговая сумма, потому что здесь у нас стоит значок суммы. Кстати, если вы не знаете, как создавать такой каталог, у меня есть видео, или просто скопировать вот эти вот настройки. Видео тоже будет по ссылке в описании. Также и со светильниками. Переходим в спецификацию светильников, параметры схемы и добавлю здесь имя зоны, имя связанной зоны. Перетаскиваю наверх, ОК, и подзаголовок. И теперь видно, что в гостиной такие-то светильники, в санузле такие-то, в спальне такие. И если мы, допустим, просто для примера дублируем сюда светильник, вот у него не созданы эти изображения, которые я сюда вставлял, но он у нас относится к гостиной. Как делать это изображение, вы можете посмотреть предыдущее видео на канале, я там показывал, как использовать вот эти аннотации и создавать QR-коды для ваших наименований товаров. Вот такая вот особенность зоны, и давайте перейдем к следующей. Особенность зоны в том, что она показывается не только в 2D, но и в 3D. Но чтобы в 3D ее было видно, нужно выполнить два условия. Первое условие — это должен быть включен слой, на котором находится зона. Эти зоны находятся на слое элементы модели зона. Я перехожу в 3D и включаю этот слой. Выбираю слой, и здесь, если у вас вот так закрыт глаз, щелкайте на него, и он откроется. Значит, слой отображается в 3D модели. Но зоны еще не появились, я не могу никак их выбрать. Для этого мне нужно перейти в вид, элементы в 3D виде, и здесь выбрать вот фильтрация отсечения элементов в 3D виде. И здесь, листая вниз, находим зону и ставим ей галочку. Вот так мы теперь видим, что зоны отображаются. Здесь мы можем их настроить, вытянуть вверх, и вот так они будут выглядеть. Также у зон можно изменить покрытие. Переходим в настройки и выбираем модель. Стекло голубое. Пусть будет стекло прозрачное, быстрое. Нажимаю ОК. И вот так теперь выглядят зоны. Но стекло голубое было лучше, потому что его было видно при отображении. Давайте выключим. Теперь мне это не надо, чтобы я видел зоны. Я просто нахожу и убираю галочку. Нажимаю ОК. Все, теперь зон у меня нет, и они не мешают 3D обзору. Следующая возможность зоны — это возможность задавать ей штриховки, о которых я уже говорил. Не просто какой-то монотонный цвет, а именно штриховки. Если, как в этом примере, вы не используете для полов перекрытия, то можно это сделать при помощи зон. Показать ваше напольное покрытие. Способ подойдет для тех, кому не важно воссоздавать 3D модель и показывать, что там еще есть перекрытие. Давайте я выберу две зоны. Перейду в их настройки и здесь выбираем вкладку «План этажа». На этой вкладке можете заменить линии границы зоны и заменить саму штриховку зоны. Также выбрать перья для нее. Выбираем, например, паркет. Здесь пусть будет. Поставим вот такие перья и нажимаем ОК. Вот так теперь это выглядит. Вы можете еще задавать направление. Переходите в настройки, выбираете направление по указанному вектору. И теперь у каждой зоны можете задать направление, откуда будет у вас идти
это штриховка, а также ее вот так перевернуть. Но если вы делаете несколько комнат, то просто вот в одну точку это все сводите, и у вас будет отображаться как раз покрытие вот так. А здесь, например, пусть будет плитка. Также поставлю здесь серое и белое перо, а здесь поставим сетку 250 на 250. И вот так можно быстро задавать вид отображения напольных покрытий векторное при помощи зон. И последняя фишка, она относится к разрезам. Я ее припас на самый конец, потому что дизайнеры интерьера не часто используют разрезы, но тоже можете взять себе на заметку. Обязательно нужно включить слой с зонами, и можем теперь их выбирать. И для них мы можем автоматически настраивать выноску, которая будет содержать информацию об этой зоне. Переходим во вкладку документирования, выбираем здесь выносная надпись, выбирайте слой, который будет отображаться на разрезах, и выбирайте здесь выноска зоны. Также можете выбрать, какие данные вы хотите, чтобы отображались. Ну, давайте я возьму, что здесь есть у нас по умолчанию, и щелкну на любую зону. И здесь видим, что отображается номер зоны, гостиная и площадь этой зоны. По аналогии, как я вам показывал в первой фишке, вы можете убрать ненужные здесь данные и оставить только те, которые вам нужны. Вот здесь можно просто вот так пощелкать, и у вас появятся выноски для этих зон. Их можно изменить, как-то отредактировать им отображение, например, замена пера и так далее. Но этого я сделать здесь уже не буду, но покажу вам план этажа. И вот мы видим, что разрез идет через вот эти зоны. Как раз здесь котельная, гардероб при прихожей. И, по-моему, там была гостиная, да, потому что разрез идет, да, вот так. И смотрим. У нас гостиная, спальня на втором этаже, котельная, гардероб при прихожей. Так очень удобно ориентироваться на разрезы. Это далеко не все фишки, которые есть в использовании зон, но некоторые, которые будут полезны для новичка. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, это очень помогает в продвижении моего канала. Всем спасибо, всем пока!